Всем привет! У меня тут лыжный поход. Я на лыжах с волокушами. В общем, не хотела включаться в начале маршрута, снимать не хотела. Здесь ничего интересного, потому что иду сейчас пока через элитные дачи, можно так сказать, наверное. Они вдоль реки находятся, и несколько километров нужно пройти через дачу, а потом уже, чем дальше буду ходить, тем дичее места, так сказать. В общем, иду, река выливается местами и мокро, прям мокро, хотя температура минусовая, где-то -7. У нас потепление. И вот река мокрая, и иду постоянно в какой-то каше. Сейчас вот там вот река, а мне пришлось зарулить в кусты, потому что я там не могу пройти. Я там провалилась уже несколько раз. А здесь вот животные натоптали. И я хочу здесь как-то пройти. Тут береза упала, и я не знаю, что меня там дальше ждет, пройду я или нет. Я с волокушами, очень тяжело с ними идти. Прошла я это место, еле обогнула. Все-таки волокуши создают проблему, конечно. Тяжело их тащить, через все кусты цепляются, боюсь, что перевернуться. А тут, кстати, тоже вода булькает подо мной. Калинка. Так, сейчас пару ягод. Ой, какая холодная. Вот, мне такая идея пришла. Вообще, пойти несколько дней по реке на лыжах с волокушами. Сколько дней уйдет, я не знаю. Но я еды взяла дней на 5. Ну, если совсем с натягом, то на 6. Но рассчитываю дня на 4. Это на всякий случай я взяла побольше. По этим местам я уже множество раз ходила, но всегда отдельными отрезками, чисто без ночевок. Вот, а в этот раз решила с ночевками весь путь пройти по реке. Кстати, прохожу вот такую красивую скалу. Мне это место очень нравится. Я тут и летом иногда подхожу сюда. Вот, такая красивая, она такая интересная, такими слоями. Вообще вот эти вот камни, они интересной породы такой. Вот такую скалу прохожу. Тоже красивая такая. Вообще там еще будет очень много красивых очень мест, скал всяких. Я не зря этот маршрут выбрала, он должен быть красивым. Единственное, что обещают все дни серость и снег пару дней. Поэтому будет вот так вот серо все время. Подхожу к подвесному мосту. Я здесь на лыжах каталась на нем, на мосту. Кто подписан на меня в ВК в группе, видели эту видюшку, как Алина сиганула по этому мосту на лыжах. Подхожу к очередному мосту. Тут 3 или 4 моста надо пройти. Вот подвесной я прошла, вот этот, и еще там 1 или 2 будет. Опа, хорошо, у меня рюкзака хоть сверху нет. А тут с рюкзаком вообще проезжать не очень. Ой, блин, скользко. Я прошла. На самом деле уже в туалет хочется. Я отстегнуться не могу. Да и тут дачи, сходить негде. Тут несколько километров дачи тянутся. Мечтаю уже с них быстрее выйти. Когда с двух сторон полынья, а ты идешь, и тут немножко похрустывает. Такое себе. Кстати, вон там мост уже 4-й. По-моему, после него мостов уже не будет. Там уже, по-моему, дача скоро закончится. Я уже множество раз провалилась. Пару раз вообще прям сильно. Я аж испугалась. Чувствую, у меня там все вообще примерзло. Я не знаю, как я буду отстегиваться. Срочно надо жидкость искать. Но это трындец, товарищи. Капец, лыжи мокрые.
Такие морозы у нас стояли. Нормальные. По ночам там за минус 30 было. И все равно вот река такая. И у нас не сказать, что прям потепление глобальное. Вот сейчас потепление, да. Ну, днем там минус 5, минус 7 будет. А ночью там минус 12, где-то минус 10. Ну, за городом, наверное, еще холоднее. То есть, ну, нормальная такая температура. Прохожу такие красивые скалы. Еще в снегу так классно смотрится. И он там здоровский. Здорово, очень красиво. Это гора Луч называется. Вот такие волкодавы, если выбегут, мало не покажется. Громадные собаки. Чего хвостами виляете? Молодцы, охраняете. Этот так вообще медведь. Настоящий медведь. Лунка рыбака. Фу. Вообще, на самом деле, иду по его следам. Но очень много где каша, где проваливаешься прям в мокро. Фу. Лыжни вообще нет. Ее, видимо, замело. Короче, а может, на лыжах-то и не катаются по такой реке мокрой. Вот так вот я сейчас там прошлась. И капец как вымокла. Очередной раз. Вообще мне надо вот так идти по реке, она извивается. Но вот тут вот вообще лыжня должна проходить, но тут вот кто-то прошел. Пойду сейчас. Единственное, с волокушами там, конечно, через вот эти дебри будет тяжко идти. А тут наверху очень красивые скалы. Тут Торгашинский кот. Я его снимала уже в своих фильмах как-то. Его сейчас просто не видно, он где-то вот в этом районе. Мне до места стоянки еще так долго, а уже 4 часа. Не знаю, даже может раньше придется встать. Вот так вот страшно, что волокуша перевернется в воду, и все, капец. Я еще даже не перекусывала, я так и не могу. Наверное, я сейчас вот здесь где-то встану. Тут бережок такой нормальный. Можно, наверное, тут где-то привалиться немножко, хоть перекусить, потому что капец, как есть охота. Вообще надо очень быстро все делать. Может, даже я не дойду сегодня до места стоянки, но мне бы очень хотелось. Но уже через час начнет темнеть. Вот оно счастье. Лайфхак. Вот у меня такая варежка, кстати, классная, с разъединенным пальцем. Взяла, если вдруг руки будут мерзнуть. Они мне большие, но это не в этом дело. Вот, бананы. Вообще все фрукты, там овощи, если какие-то беру. Вот в такие теплые варежки, либо у меня еще пуховый есть, в пуховый запихиваю. Тут как раз 2 банана в каждый вот этот раздел. И все, и в рюкзак еще там заматываю. И таким образом у меня фрукты какое-то время сохраняются, не замерзают. Иду в обход реку, чтобы сократить путь. А тут бобры деревья погрызли. Вон там видно грызуны. Я не знаю, мне сейчас тут надо пройти. Блин, придется отстегивать волокуши.
прошли. Я боялась, что не пройдут. Тут везде полынья. И вот я там, ну уже не видно, я перелазила, там тоже такая нормальная полынья. И вот вдоль нее иду. Тут вот даже лыжня немножко виднеется. О, птица какая-то сорвалась. Полетела. В общем, я, наверное, буду сейчас ломить, если, конечно, это можно назвать ломить. Потому что всякие препятствия невозможно быстро ломить, поэтому я иду так долго. Сколько получится, буду ломить. И не буду, наверное, снимать. Ну, только если на крайний случай что-то случится интересное. Вот. Что-то я не уверена, что я сегодня до места уже дойду. Вообще, до этого места я спокойно дохожу, когда налегке, очень быстро, за день. Могу туда-обратно сгонять. Я иду до дикого островка 3 грота. Но из-за того, что я веду съемку, вы не представляете, сколько времени на это уходит. Даже малюсенький сюжет отснять, куча времени уходит. Вот. И плюс из-за того, что приходится все обходить, все мокро, волокуши тащить. Вот так вот я иду. Такие там ветки всякие прохожу. Протаскиваю волокуши. И вот так вот у меня впереди. На самом деле так хочется снимать. Так хочется побольше снять все, что со мной происходит. Столько интересного остается за кадром. Но очень тяжело снимать, нереально. И времени надо побольше. Прям не хватает времени. Так, а вот тут это куда-то вышло. Все, поняла. Так, как я сейчас тут с волокушами проплыть. Прошла. Тут не пришлось ничего отстегивать. Фух. Такие дела. Все-таки на лыжах и с волокушами гораздо тяжелее снимать. Так-то и так тяжело снимать, когда с рюкзаком большим идешь. А когда еще и лыжи, и волокуши, и палки, и все на свете, еще проблемы какие-то. Ну, это просто вообще практически нереально. Я просто не знаю, что я делаю. Меня можно в рекордах Гиннесса, наверное. Ой, мамочка, я не знаю, как я тут сейчас пройду. Тут просто жесть. И если я не провалюсь, это будет чудо. По-другому и пути нет. Лыжня здесь идет. Блин, мне прям страшно. Блин. Я не знаю, я встряла. Тут вот все в полынье. И очень-очень тонкий вот этот вот слой один. И именно здесь надо пройти. Вот там вот тоже не пройдешь, там тоже полынья. Ну, вообще сейчас попробую как-то вот так проскочить. Ну, не знаю. Блин, капец. Ну, это уже без камеры, конечно. В общем, я прошла. Вон они, полынья. Я не знаю, как я прошла. Постаралась побыстрее, сани выровняла. Потому что они попадали прямо в полынью. Это капец. Это капец, товарищи. Я, конечно, не рассчитывала, что такая фигня будет. Потому что морозы прошли. Река должна была сильнее замерзнуть. Я до этого ходила здесь. Поэтому я знала, куда я иду. И я вам скажу, что так вот хреново не было. Извините за выражение. Это очень странно, потому что не было у нас такого тепла, чтобы так вот было плохо идти. Ну это капец. Ситуация реально жопа. Короче, вот там, кстати, табличка. Нахождение на территории запрещено. Ну это я знаю. Это там, скорее всего. По реке там можно идти. Короче, проехал какой-то огромный машин. Вот. И я вижу, что там просто везде мокро. Я вот там шла. Там вот за поворотом. Я еле-еле бегом бегу, эти волокуши тащу.
Просто жесть. Я не ожидала такой жести. В общем, это как всегда у Алины. Что-то у меня такое ощущение, что если дальше будет такая Г, я вообще никуда не уйду. Я даже до Трехгротов не смогу дойти. Уже время 6 час. Возможно, сегодня я точно до туда не дойду. Потому что я очень медленно иду вот из этой всей жести. Просто жесть. Я просто иду по мокру. Может, у меня этот поход и не получится. Я вообще вон вижу, что там лужи просто. Я не знаю, как идти. А уже вечереет, уже надо где-то вставать. Хоть вот в этом лесу, пожалуйста. Если что, я сейчас так, наверное, и сделаю. В общем, вот такая тут слякоть. И просто по такой слякоти, ну нереально, вообще нереально идти. Вон там вот вообще все, можно провалиться, можно... Ну, короче, лыжи, они мокнут, а когда они мокнут, они не едут. Лыжники-то понимают, о чем я говорю. Что это жопа, что я мучаюсь, просто иду. Я не еду, я не качусь. Кстати, вон там очень красивые виды. Скалы шикарные. Алина сразу такая переключилась. Облака вон как быстро плывут, потому что ветер сильный, пресильный. Вот здесь такой есть соблазнительный прям лес. Я сейчас думаю в него прям забуриться. Вот такой вот он. Он такой густой. И в него можно хорошо прям спрятаться. И тут вот даже следы косули. Свежие. Вот. Я так подготовилась к этому походу, вы просто себе не представляете. Я ходила здесь на лыжах множество раз. И в этом году, естественно, ходила. Вот. И не было вот такой жести. А потом прошли морозы у нас. Хорошие, конкретные морозы. И сейчас вот немножко потеплело. Ну, не, вообще до плюса далеко абсолютно. Тут потеплело, я говорю, -5, -7 днем, ночью где-то 10-12. Там в какой-то день там до 16 это минус. Ну, то есть нормальная погода такая. Ну, конечно, не сибирская, но и не тепло. Чтобы вот так вот было. Ну, это капец. Я не знаю, что это творится. Я вообще предполагать такого не могла. И мне, скорее всего, придется вообще выходить с маршрута. Я просто по такой базаихе, по такой реке я не дойду. Куда я дойду? Вот, посмотрите, ну что это за лыжи? Все намокшие. Да, такого я вот реально я не ожидала. И никогда такого у нас ни в одну зиму такого не было. Сколько хожу, всегда было, ну были всегда полынья. Но у нас вот такой жести не было никогда. Обидно, конечно, я так подготовилась, я волокуши купила, я все собрала как надо на столько дней. И такая жопа. Но если тут косуля прошла, она знает, где ходить. Так вот я затащилась. И такой тут лес. Вот сразу дровину вижу хорошую. На костерчик. Правда, ель она трескучая. А тут только ели. Вон там тоже есть дровишки. В общем, сейчас буду думать, где тут гамак вешать. Я обустраиваться буду как-то. Вот здесь вот, кстати, хорошее такое дерево толстое. Думаю, может на нем что-нибудь придумать, сидеть. И вот там где-нибудь костерчик. Такая вот душевленная пошла. Ну ладно, знаете, все, что не делается, делается-то как надо, я всегда так говорю. У меня вот такие сапожки есть вообще невесомые. Они не промокают, типа Эва. И они утепленные. Вот, я специально взяла в лагере ходить, чтобы в лыжных ботинках тут не мучиться. Тем более, что я в них снег хорошо загребаю в лыжных ботинках. А эти чуток повыше. Ну все, сейчас буду гамак вешать. Пока еще хоть как-то светло.
А потом, наверное, дровишки пособираю. Тут их дофига. Единственное, они все стрелять будут. Ёлка. Так, у гамака у меня еще подстежка есть, утепленная. Сейчас я ее либо внутрь сделаю, либо снаружи посмотрю. Наверное, внутрь лучше. Потому что это ветрозащитная. Если еще прослойку сделать, будет еще теплее. Еще плюс каремат. И сверху тоже у меня есть подстежка сверху. И еще тент. Во будет. Точно не замерзну. Пока светло обрисую ситуацию, как у меня тут. Вот тут я гамак, да, вешаю. Я, наверное, его сейчас так оставлю и займусь дровами, потому что лучше бегать к костру, греться и что-то делать. Вот. А здесь такое огромное бревно, я его расчищу. И где-нибудь вот здесь костровище сделаю. Ну, вещи потом перевезу, наверное, под гамак. В общем, надо дровишки собирать и расчищать вот тут все. Упс. Как тут развернуться? Где ее мешать? Какая-то пенная травина. Она будет поддерживать костер. Так. Все, натаскала я дров. И вот там вот лес, видите, какой темный. Вот я выхожу из него. И тут еще более-менее как-то посветлее. Ой, я решила попробовать как-то воды добыть. Но я не знаю, смогу ли я близко подойти к полыне. Это очень опасно. Ну, если не получится, значит, придется снег топить. Хотя мне бы, конечно, не хотелось снег топить. Мне бы хотелось воды добыть именно. Ну, капец, как я тут шла. Как я тут шла. Тут просто... Просто вода. Вот, кстати, дырочка есть. Только мне бы не свалиться. О, да. Течет вода там. Как бы мне не свалиться и воды набрать. Вы посмотрите, какое там чудо. Я повернулась и увидела, что там чудо. Обалдеть. Это что? Это там луна так светит, что ли? Из-за горы. Солнце-то с другой стороны садится. Ничего себе, как будто гора светится.
Я реально не знаю, как я тут ехала. За мной мокрый след просто, где я провезла свой волокуш. Так. Просто шик. Я вам не показала закат, но я покажу вам рассвет луны. Можно так назвать? Просто луна из-за горы выходит. Ёлки, как красиво! Ну тут можно зависнуть так, а мне надо воду набирать. Ну вы посмотрите, как будто фонарь на горе, реально. Обалдеть. Это ж надо такая красота. Увидеть такое, как луна восходит. Главное не свалиться сейчас. И не сейчас, и не потом. Потому что я стою, ну вы понимаете, да, в каком опасном месте. Воду с базайхи, кстати, нежелательно прям так пить. Хотя зимой не знаю, но летом точно не стоит. Она такая мутная. Вот все бы хорошо, я бы и дальше пошла. Ну как идти? Ну это реально нереально. Я-то настроилась маршрут пройти. Все, луна вышла. Супер. Конечно, камера ее не передает нормально. Но все равно красиво, очень красиво. Короче, у меня тут работа полным ходом идет. Пилю дрова, дровишки. Подготавливаю. Вот это вот мокрое, ее потом можно распилить. Сначала надо сухие. Я уже одну вот такую огромную отпилила. Надо еще будет напилить немножко. Сильно такую длинную не хочу в костер. Некоторые советуют мне там длинные дрова, ну, по мере подгорания пододвигать. Да я иногда так делаю. Но мне больше нравится просто напилить и нормально подбрасывать. Когда мне уже становится лень, тогда я уже так делаю. Да, не зря я все-таки решила встать раньше. Видите, пока я то все делаю, уже вообще темно. Это поэтому я зимы не люблю, потому что короткие такие дни. Фух. Пипец, как я сегодня устала. А прошла-то вообще фиг да нифига. Фух, все, надо костер распаливать.
Я вот так вот, кстати, сделала. Положила 2 толстых дровины и кору наложила. И сейчас сюда буду дровишки складывать и поджигать. Так быстрее разгорится костер. А потом по мере потаивания начнут и эти гореть. И все нормально будет. Чтобы долго не мучиться, решила этот поджечь. Сухое горючее. Плохо, конечно, что тут только елка. Тут, конечно, и береза есть, но ее очень мало, она живая вся. Ладно, обойдемся. У меня кострина будет хороший такой. Большой. Надо, чтобы греться можно было. Зима как-никак. Вот так вот, кстати, если выключить фонарь. Вообще темень. Там где-то сквозь деревья какая-то звездочка виднеется. Кстати, сейчас у меня угли нагорят. Надо побольше пожечь, чтобы прям угли были. Я хочу запечь рыбу минтая в фольге. Ой, зима вот с одной стороны чем хороша, что можно рыбу замороженную взять. Но я считаю, зимы плюсов меньше, чем у лета. Вот так вот я минтая взяла тут на 2 раза. Ничего особенного, просто вот минтая в фольгу маслом сдобрю. И у меня есть сушеные овощи, маленько добавлю сушеных овощей. Все. Ничего особенного тут в таких спартанских условиях не приготовишь. Ничего тут не буду сильно, вот масло маленько полью, чтобы не пригорело. Еще на раз надо оставить. И овощей сухих посыплю немножечко. Все. Вот так у меня получилось. Красиво выглядит. Надеюсь, еще и вкусно будет. Как раз тут уже угли. Что я тут с гамаком пока все себе там делала, постельку стелила. У меня тут уже и... Опа, вода кипит. О. Сойдет. Вкусно. Опа. Так. Картофанчик. А еды-то я набрала, ой-ой-ой. Я что думала, я на столько дней пойду. А тут теперь неизвестно, что меня ждет вообще. Опа, сама просишься, да? Чтобы вот таким макаром. Ладно, давай. У меня все штаны снежные, мокрые. И сушить их бесполезно, потому что, блин, ну потому что они жаркие становятся, горячие, и в итоге ты в снег заходишь, снег тает на них тут же от того, что они теплые, и прилипает. И все. Короче, не просушишься даже. Вот как хорошо, когда избы где-то рядом есть. Пришел в избу, просох. Я специально все к костру кладу, чтобы не замерзало. Ом-ном-ном-ном.
Многих почему-то поразило, когда я ходила в избу, ну, перед Новым годом, предновогодний этот поход, что я сказала, что я без топора, что я надью сделаю, и все просто там столько комментариев, что как это я так пошла, такая, сякая. Ну, люди-то всегда больше знают. Вот, допустим, я сейчас вот в тайге, возле реки. Вот, пожалуйста, дров вот дофига. Потолще, потоньше любые бери. Без топора. У меня пила всегда с собой есть. Всегда. Люди, кстати, прослушали, что у меня с собой всегда пила. И обвиняли в том, что я даже без пилы. Просто даже если у тебя ничего нет, ты просто ломаешь эти деревья сухие. Собираешь вокруг их дофига. И в чем проблема сделать надью, я не понимаю. Ну, не найдешь вот такое дерево, найдешь потоньше, но это все равно будет надья. Просто вот берешь, и вот они дрова. Их можно наломать даже без топора, без пилы. И, пожалуйста, вон костер. Вот я в диких условиях ночую сегодня. Это я так, не кому-то чего-то доказать, а просто я вообще над людьми, конечно, поражаюсь. То есть, если они не могут, значит, никто не может. Вот они дрова, пожалуйста. Дофига. Без топора и пилы. Без проблем. В тайге разве можно без дров быть? В тайге всегда есть дрова. Хоть ты с пилой, хоть ты без пилы. Всегда их добудешь. Главное спички иметь. Вот это вот важно. Лыжи надо почистить. Что-то я устала, капец. Я весь вечер просто ношусь. Туда-сюда. За костром вот только и надо следить. Чуть-чуть отвлечешься, все, быстро прогорает. Капец, какие штаны мокрые снизу. Налила воды туда. И вот так у костра оставлю на ночь. Ну, я надеюсь, что вот эти вот толстые дровины, они будут всю ночь треть. И вода не замерзнет. Не такой уж мороз, но все равно может замерзнуть. Из бурдюка пришлось вылить воду, потому что она там всяко замерзнет. Штаны немножко пыталась подсушить. Я уже вот так хожу в термобелье. Холодно, ветер сильный поднялся. И пошел такой снег крупинками с ветром. Такое себе. Все, я в люльку пошла. Баиньки. Все, я уколбасилась, улеглась. Мне даже очень пока тепло. Поназдевалась, это все пуховое. Довольно наконец-то. Ножки вытянула. Отдыхаю хорошо так. Вроде я сегодня вообще мало километров прошла, но реально это были очень тяжелые километры из-за такой каши реки, вот из этой. Просто снимать невозможно моменты, когда я вот волоку уши где-то сильно перетаскиваю. Там очень тяжело, и камеру не поставишь, потом за ней трудно возвращаться. На самом деле там такие сложные были переходы где-то. Волокуши-то приходилось перетаскивать так, чтобы они не утонули там в этой каше, в грязи. Не в грязи, а в мокре в этом. Вот такие дела. Так что не знаю, завтра меня что ждет. Но завтра будет завтра. А сейчас мне хорошо. Все, всем спокойной ночи, до утра. Кстати, вот так я упаковалась. Еще сверху куртку.
сделала. Там у меня пуховые чуни такие толстые. Носки флисовые под чунями. Пуховые штаны даже. Термобелье. В общем, я упаковалась как в минус 30. Но я всегда так, потому что я мерзлявая. В общем, лежу, мне хорошо, тепло, уютно. А там слышно, как по тенту вот этот снег крупинками валит, и витрина сильно дует. А мне хорошо. У меня тут еще сверху такая подстежка есть. Тонкая, которая ветер не пропускает. И вообще как в коконе. Время 7 утра. Вышла по нужде. Сыпала снег. Когда выходила, весь тент засыпала. Короче, всю ночь снег шел, и до сих пор вот мелкий такой идет. Все засыпало снегом. Начинает уже светать. Лыжи даже засыпало снегом. Вот. Вот так немножко. Самое печальное, как травище снегом засыпало. Да, оно не додюжило до утра. Я надеюсь, вода тут не замерзла. Нет. Ну вот это вот слегка примерзла крышка. Но, видимо, все равно тут тепло сохраняется. Так вот подвину. Ну, еще довольно темно. Пойду, наверное, еще поваляюсь часик. Неохота вылазить, холодно. Снег идет. Такой лес утренний. А вот там просвет на реке. Доброе утро, земля. Время 8:30, надо вставать, вылазить. Так неохота вообще. Неохота. Вот самое сложное в холодных походах это вылезти из спальника, из палатки, из гамака. Из гамака так вообще вылазить неохота. Тут как в люльке тепло, спалось хорошо, я вообще не замерзла. В общем, все надо вылазить, обстановку изучать. Но маловероятно я пойду дальше, потому что там нереально идти. Очень нереально. Сейчас середина февраля, и походу этот маршрут уже вообще нереально в этом году пройти. Это печально, конечно. Холодно. А я хотела пилить. Утром морозец побольше ощущается. Руки мерзнут, даже в перчатках. Поэтому первым делом костер надо. Надо водичку поставить на кашу.
Да и с собой взять. Даже если я сегодня выходить буду с маршрута, все равно надо с собой чаю взять, воды. Фиг знает, сколько я идти обратно даже буду. Вчера-то я долго шла. Все. Вот теперь можно греться и потихоньку все делать. Гамак собирать, кушать готовить. Печка закипела. Пока я умывалась, зубы чистила. Вот так вот я себе уже кашку навела. Сухая каша тут. Пшенная с кедровой кашей. Сухое молоко, ягоды сублимированные, орешки. Кстати, многие спрашивают, что я беру с собой из еды там в походы. Ну, у меня такая еда, знаете. Вот у меня пакет. Тут вот соль, масло. Такой, ну, растительное. Баночки такой. Крупы. И вот в такие вот пакетики. Вот, тут вот сушеные овощи у меня, орехи, ягоды, сухое молоко. Вот в такие пакеты распаковывают. Там еще манго у меня есть. Вот. И еще сублиматы есть. Сублиматы, там 3 пачки я взяла, но, короче, все просто так протаскала, так продумала этот поход, и вот единственное не продумала, что может вот такое быть. Пока у меня там кашка заваривается, надо еще воды, да я с котелком только пошла и все. Бурдюк не хочу мочить, я его вчера над костром просушила. Пойду обстановку посмотрю и еще один котелок воды наберу, чтобы мне в термос залить. Но если не хватит, еще раз схожу. Вот такая погода сегодня. Снег, ветер. Ну тут вот присыпало снегом, кстати, мокро это. Руки жестко мерзнут. Надо было варежки надеть. Обстановка вообще непонятная. Снегом вроде все присыпало. Все равно мокро там. Надо кашу есть, пока она не замерзла. Пойду сегодня в ту сторону дальше, посмотрю, как там. Может, хотя бы до Трехгротов дойду. Куда я хотела вчера изначально дойти. Бурдюк как не просушивала, все равно замерз. Вот, блин. Надо его погреть. Иначе я его не открою потом, если вдруг... Хотя, наверное, он мне уже не пригодится. Такая тонкая ткань вроде, а спасает от ветра. Сверху накрываешь и все.
Тут у меня еще всего полно всяких кармашки, что только не наложено. И вот теплый слой, прослойка. Даже мои ботинки лыжные здесь. Пойду их там поближе к костру поставлю, чтобы погрелись чуть-чуть. Вот такой у меня. Ну, я его уже сбила. Дополнительный слой. Тоже от Rebel Gears. Этой же фирмы. Это специально для зимних ночевок. Вот я его просто туда слоем таким делаю. Между вот этим и между гамаком. И вообще замечательно. Я, конечно, упаковываюсь конкретно. Поэтому вообще не мерзну. Сейчас не мерзну. Раньше сильнее мерзл. Вот. Сейчас вот вытряхнула пуховый свой спальник. Сейчас буду все складывать, собирать. И пойду на разведку. Посмотрю, что там дальше меня ждет. Приходится бегать туда-сюда. Ноги мерзнут. Вроде небольшой минус, но ноги мерзнут что-то. Чтобы бегать, греться, и надо постоянно поддерживать костер без конца просто. Вот и все. Я практически собралась. И что-то даже солнышко проглянуло. Ой, на кого я похожа, а? Хотя вообще эти все дни не обещали солнце, обещали снег, ветер, пургу. В общем, чуть-чуть пройдусь, посмотрю. Я вот прошлась тут, и мокрые следы от меня сильно промокает. То, что чуть-чуть снегом присыпало, это вообще ни о чем не говорит. Ну, пойду пройдусь. Вроде даже солнышко проглядывается, так охота прогуляться. Но сильно далеко не стоит уходить, если я сегодня все-таки не буду оставаться, а скорее всего я не буду оставаться. Далеко уходить не стоит, потому что я обратно не успею иначе дойти, чтобы выйти с маршрута. Зашла за поворот, здесь получше выглядит, все снегом присыпало, хорошо так.
Тут вот проталины встречаются такие. Но идется пока более-менее нормально. Вот снегом присыпало, за счет этого идется нормально. Чуть-чуть промокает где-то, но ничего, так терпимо. Посмотрим, что дальше меня будет ждать. В общем, вот такая ерундень происходит. Одна мучиловка. Вот лыжня вроде старая уходит туда, а там страшно сейчас идти по краю. Там можно провалиться. Вот здесь хоть и выглядит все так страшно, но тут безопаснее идти, потому что, ну, уже подмерзла вот это вот, проехал кто-то, и твердая такая-то она образовалась. Посередине, я имею в виду. Вот, и вот так вот иду, а волокуши сваливаются вот в такие колеи. И там местами промокает. В общем, ну капец, это капец. Так хорошо сегодня, даже ветра такого сильного нет. Он есть, но порывами. И птички поют. Здорово. Вот так вот пытаюсь идти. Видите, получается очень-очень медленно идешь. А волокуши вообще едут, можно сказать, по мокру, потому что они все время сползают в эту колею. Вот. Кстати, я не ною, как некоторые пишут. Я объясняю, констатирую факт. Но как еще показать, что дорога жесть? Как объяснить, что идти очень тяжело? По-другому уж не объяснишь. Да, в принципе, знаете, смысл оправдываться перед теми, кто не ходит, а только с дивана там что-то пишет, сидит. Вообще, никогда ни перед кем оправдываться не надо. А я... Объяснить, да, можно. Даже нужно, я считаю, объяснить. Вот я, видите, как медленно иду. Побыстрее мне не получается идти. Потому что я боюсь, что где-нибудь провалюсь. Надо ситуацию-то контролировать. Приходится медленно идти. И еще не только из-за этого, из-за того, что волокуши по такой жести очень тяжело тянутся. Опа, еще видите, вот так может быть. Ноги разъезжаются. Короче, полный трэш. Это не передать, это надо здесь находиться, чтобы понимать. Я думаю, лыжники, которые ходят, особенно у нас здесь, они меня поймут, о чем я. Я не так давно ходила на лыжах этот маршрут, и было совсем все по-другому, нормально было. И не было такой оттепель, даже наоборот морозы прошли, чтобы вот такая вот жесть стала. Поэтому я реально не ожидала такого поворота. Это для меня полная неожиданность. Естественно, я бы так не собиралась и не готовилась идти, если бы знала, что тут такой трэш. Вот я проехалась, и вода появилась за мной. А вокруг так хорошо. Птицы поют, красотень. Жалко, только ветер сдул с деревьев снег. Так бы было бы, конечно, намного красивее. И вот там, смотрю, меня опять трэш ждет. Там прям вода. Ну, трындец. О, видите? Наступаешь, и прям лыжа уходит под эту всю кашу. И тут, где снег, такая же ерунда. Проходишь, прям проваливаешься. Что делать? Идти, не идти дальше? Я же сейчас тут вообще капец поплаваю. И волокуши поплавают. В общем, все. Мной было принято решение идти назад. Не буду я так рисковать. Лучше вернуться и время, чтобы мне хватило вернуться, выйти. Потому что я сейчас буду идти, наверное, целый день, чтобы выйти, потому что очень медленно идешь. Какие дела? Вот здесь, кстати, снегом сильно прям присыпало. И так хорошо идти. Особенно, когда я уже протропила для себя. И по следу
Вообще отлично идется. Тут красиво так. Снега много. Хочу вот снять. Возвращалась за камерой. И вот проехала я с волокушами. Такое мокро от меня. Я туда-сюда по нему езжу. И вот здесь вот рядом можно свалиться, полынья. Тонкий совсем лед. Зато горы красивые. Скалы. Тут, правда, деревья загораживают. Короче, вот такая ерунда. Все. Вот так вот я уже несколько раз вода проваливаюсь. Это капец. Это капец. Просто вода. Как красиво там. Посмотрите, солнцем подсвечено. Небо синее. Красота. Вот это красота. Вот такие вот скалы по всей дороге. Я хотела вам показывать всякие красивые. Ну ладно. В другой раз, значит. Я вот так телепаюсь. Просто телепаюсь. Просто мучаюсь. Я не качусь, я мучаюсь. Лыжи все мокрые, все налипшие. Я просто еле иду на них. Не до поход. Иду вообще ржу реально. Иду по каше. И ржу. Мне, блин, смешно. Косичка где-то потерялась. Вот она. Вообще, вокруг красота такая. Чем мне унывать? Главное, нигде не провалиться окончательно. Я ж пошла-то этой дорогой по реке, которой вообще-то обходить надо было. Вот я иду теперь по каше по такой. Но я вам точно скажу, здесь хоть и круг делаешь, но тут быстрее все равно, чем там. Я мучилась вчера, это вообще просто капец. Вот они мои волокушечки. Солнышко подсвечивает, красиво, хорошо. Так и хочется поход продолжать. Очень хочется, но не может. Ну вот, я думал, вы уже вытащили его, нам осталось забрать, а вы фотографируете. Вот так вот квадроцикл провалился под воду. Меня больше волнует, как я сейчас тут пройду. Да тут-то есть нормально. Да? Обалдеть. Но зато на таком красивом фоне провалились. А? Зато на таком красивом фоне провалились. Ну да. Вот так вот. Не одна я иду проваливаюсь. Но эта техника-то огромная, тяжелая. Вот там вот. Грот-телевизор. Вот он. Я в нем ночевала когда-то. Там изба шаман есть под этим гротом. Когда-то я даже туда летом поднималась снизу с базайки. С реки. Бобринная работа. Березу свалили огромную. Тут, кстати, бобров много, но вот их очень сложно выловить, чтобы снять. Мне сейчас вот здесь вот как-то пройти надо, и тут получается прям капец, аж страшно. Провалиться нефиг делать вообще. Но скоро я уже дойду до того места, где вчера решила свернуть, чтобы через кусты пройти. Кстати, вот такие у меня лыжи. На них вообще просто невозможно ехать. Я просто иду пешком, можно сказать. Еле-еле. А это там, представляете, егеря. Егеря провалились. Вчера еще. Хорошо, что я вчера там не пошла через них. Там у них кордон. Домик стоит. Егерский. И хорошо, что я там не пошла. Потому что, блин, да мало ли. Прохожу это место, ё-моё, только бы
Только бы ее туда не снесло. Фух. Нанесло. Зато я провалилась. Ё, тут место такое кошмарное. Я не знаю, как я его сейчас пройду, но все такое. А тут до выхода, до того, где я вчера заходила, осталось-то немного. Как идти, вообще не знаю. Блин. Страшно. Но придется идти, наверное. Тут вообще трэш. Вот она, лыжня идет. Как пройти, я не знаю. Вообще мне страшно. Блин, я там по кустам волокуши просто, наверное, не протащу. Просто там очень густые кусты. Капец. Хотела, думала вот тут пройти, вот сюда как-то свернуть. Проткнула снег, а он вон. Тут опасно идти. Вон. Все, я провалюсь. Я здесь провалюсь. А я вот стою совсем рядом. Тут все мокрое. И мне вот этот кусочек-то надо пройти как-то. Может разогнаться как-то. Блин, страшно. Я проверила палкой, там глубоко. Я думала, может мелко-то не так страшно. Я не знаю. Может попробовать как-то аккуратно, потихоньку сначала. А если начнет что-то трескаться, сразу раз назад. А если не начнет, сразу раз вперед. Страшно за волокуши больше. Ну и за меня тоже страшно. Кстати говоря, я стою вот прям. Тоненький лед. Я вот думаю, раз я тут стою, пока я, блин, не провалилась, надо попробовать. Может, я все-таки пройду здесь. В общем, вот здесь я кое-как проскочила. Еле-еле. А тут лед проваливается прям. Мы проверяли. И вон там везде проваливается. То есть у меня выхода не было. И мне пришлось вот здесь проскакивать. И вот эти добрые люди мне помогли. Они проходили на лыжах. Волокуши мне сначала помогли протащить быстренько. А потом я пробежала. Потому что я хотела вот там обойти. Там стала проваливаться, я не могла туда выйти. И здесь стала проваливаться, я не могла туда выйти. В итоге я, получается, на таком льду оказалась тонком, что просто не выдержит он. Он стал обваливаться, я просто побежала быстро и прошла. Вот здесь вот мы проверяли. Мужчина вот этот. И вот. Там вот. Просто капец. Я так боялась тут проходить. Ну, я быстро пробежала, и все, и нормально все. Ну, это трэш, ребята. В общем, я поблагодарила этих людей. Как они вовремя мне встретились, я бы не знаю, что я делала, потому что именно с волокушами я бы там, наверное, не пробежала. Потому что я бы пробежала, а волокуши как? А я им веревку кинула от волокуши, и они их быстренько протащили, и потом я пробежала. Мы там пытались вокруг посмотреть, чтобы где-то выйти мне к берегу, в сторону, в другую, в одну или в другую. А там везде проваливается лед. И я просто стояла на таком отрезке, можно сказать, на тонком. Я так боялась свалиться. Я палкой проверила там глубоко. Ну, вообще трындец. Да, находилась я сегодня по каше. И лыжи вообще замерзли, их не могу отстегнуть. Сейчас я, конечно, жидкость достану. Просто лед. Просто такие комья. Ни пальцем не убираться, ничем. Мне надо выстегнуться. Один из егерей сначала мне предложил там по буранке по их пойти. А там зона, где нельзя ходить, заповедная. Ну, она охраняемая. И другой такой говорит, ага, она там выйдет, и ее там штрафанут. А там дальше другой кордон есть. Я такая, да не, я знаю, что там нельзя, я не пойду там. И вот пришлось вот так идти. И представляете, по такой реке. А можно было по буранке вот обойти там и нормально выйти. Ну, потом тоже на реку выходишь, но вот попроще все равно. А так вот мучаешься. Хорошо вот эти люди проходили. Я бы, конечно, проскочила все равно, но это очень было опасно. Жалко, я не попросила их снять, что-то постеснялась, а потом им сказала, говорю, надо было снимать, они говорят, а что, ну попросила бы, мы бы сняли. Вот такие дела. Я сейчас еле-еле выстегнулась с лыж. Даже жидкость не помогала, все залила. Я такого не помню на этой реке, чтобы вот так вот было.
Вот я сейчас смотрю, куда ни глянь, везде вот эти полынья везде. Просто жуть. Вон она вообще не замерзшая нормально. Я удивилась, кстати, когда этих лыжников увидела. Еще такие же бедолаги, как я. Опа. Печенька ускакала. А вот он и кот. Я дошла, где его видно. Вот. Вот она мордаха. Видите, ушки остренькие, черненькие такие. Отсюда, правда, глаза немного криво. Но вот когда именно туда подходишь, к этому коту, там прям его прям четко видно хорошо. Ой, как красиво-то. Небо сегодня обалденное. Вот такой торгашинский кот. Говорят, он не всем открывается, а только настоящим походникам. Красотища какая. Да, вот там я вот ходила, прям к нему практически можно подлезть. То есть вот здесь вот прям лезть можно. Там очень круто, но дойти можно. Там гротик есть маленький, вон рядом. Я в него залазила. Может, как-нибудь еще летом схожу. Такая красота. Подошла еще поближе. Такие скалы, ну, нельзя не снимать. Очень красиво. И вот он, котик. Отсюда вот хорошо, телевизор уже здесь не видно, а кота хорошо видно. Прям очень хорошо. Вот он, котяра. Так далеко он находится. Летом я там люблю лазить везде. Там везде интересно. Там очень много интересных мест. Очень красиво. Всякие гроты, пещеры. Полно всего. Как прекрасно же идти. Еще люди, вот эти двое лыжников впереди прошли. Они, по-моему, следу, кстати, шли вчерашнему. И такие мне говорят: о, это типа вы там протропили так хорошо. Я говорю: ну да, я. Я говорю, там так мучилась, там, где обходила. Не здесь, а до этого. Где я сегодня не пошла обходить. А когда егеря узнали, что я там обходила, они вообще удивились. Говорит, так там даже и без волокуш-то тяжело обходить на лыжах. А с волокушами так вообще непонятно. Ну вот вчера я там замучилась. А здесь вот сейчас нормально обходить. Единственное, что там с горочки надо спуститься. С волокушами это сложно делать, потому что они резко едут на ноги. Их надо как-то в сторону уводить. И опять же, чтобы они меня не дернули. Не, налюбоваться не могу, конечно. Очень красиво сегодня. Так жалко, что я маршрут не смогла продолжить. Я потом такой красоты наснимала. Ну, хоть так. Тут тоже вот красота. Везде. Вон какие скалы, деревья наверху. Тайга. Горная тайга у нас. Такая красивая. Все-таки при солнечном освещении намного все красивее выглядит. Не такое серое. Тут вот косули бегали. Петли делали всякие. Вроде такой выступ небольшой. А какой красивый при солнечном свете. Тихо, спокойно. Никого нет, хорошо. Птички поют. Солнце светит. Жизнь прекрасна. Как ни крути. Вот скалы, которые я снимала, когда вчера сюда шла. Кувшин вроде называется, гора Луч. На фоне синего неба и белых облаков так вообще шикарно. Очень красиво. Там тоже гротики интересные есть. Можно полазить. Обожаю эти места. Вот такая у нас красота. У нас очень много красивых мест. Очень.
Вот, кстати, некоторые пишут, типа, не планируешь ли ты, не хочешь ли ты переехать в теплые края, там куда-нибудь, в какой-нибудь другой город. Я вот вообще никуда не хочу. Я очень люблю свой город, очень люблю свое место, где я родилась и всю жизнь живу. У нас очень интересно. Я не представляю, где еще можно столько всего найти, сколько у нас. Я очень рада, что я именно здесь родилась. И никуда вообще не хочу переезжать. Да, съездить, посмотреть интересно. Где-то побывать, где-то на солнышке пожариться. А чтобы переехать, ни за что не хочу. Никогда такой мысли не возникало мне в другой город переехать. Я очень люблю наши места. У нас вокруг тайга, у нас много скал. Горная тайга. Горы невысокие, но все равно горная. Горы. Все равно по горам ходить приходится постоянно. Вверх-вниз. И вот. Очень много красивых мест, скал, пещер, гротов. Исп много, зимовий. Чего только нет. И самое главное, что у нас тайга, кругом тайга. И дикая тайга, и проходимая, и непроходимая. Какую хочешь. Вот здесь вот тайга, вот, например, наверху, да, это Таргашинский хребет. Он очень-очень длинный, очень большой. Там очень много мест классных, красивых. Это тайга, но она такая проходимая. Там есть тропы, там уже эти квадроциклисты дороги наездили. В общем, там ходить более-менее, ну, смотря, конечно, куда, но более-менее хорошо. А есть тайга непролазная, дикая. Это вот уже далеко надо куда-то уезжать на электричке. Там. Вот. И у нас столько много локаций и столько разнообразия, что от дикой тайги до популярных мест, что куда мне ехать, когда здесь хорошо. Я очень люблю свои места. Столбы люблю, Таргашинский хребет, реку вот эту Базайку люблю. Все люблю, короче. Никуда уезжать не хочу. Обожаю свои места, свой город, свою природу, свою тайгу. Вот что мне предстоит. Опять сейчас по каше пойду. Там видно, что там прям опять лужи. Будут мокрые лыжи снова, я потом опять не отстегнусь. Зато на фоне вот такой красоты. Ветер, правда, сегодня такой нормальный, холодит. Руки мерзнут, шея. Короче, немножко подмерзаешь, особенно если встаешь. Все, начинаются дачи. Вот это первые домики. Самые первые. И потом еще несколько километров через дачи идти. Представляете, у людей дачи в каких красивых местах. Но тут мега дорого. И, по-моему, сейчас запрещено здесь строить, но нет, это не точно. Еще не знаю, кто им тут разрешил, конечно, строиться. Ну вот люди, представляете, дачи имеют в тайге, в горах. Красиво. Там вот скалы такие красивые, так шикарные, такой домик. Вообще, наверное, и летом, представляете, река прям возле. Вот с окна смотришь, река бежит. Шикарно вообще. Просто шикарно. А в таком только мечтать можно. Я, наверное, дальше не буду уже снимать. Что тут через дачу неинтересно. Хоть и километраж не маленький. Ну как не маленький? Маленький. Это так-то ни о чем. Я точно не могу сказать, сколько, я не замеряла. Но 3-4 километра, не знаю. В общем, снимать тут уже неинтересно в районе дач. Уже не буду снимать. Да я уже и так наснимала полно-полно. Поэтому все. До встречи на моих каналах. Кому нравятся мои фильмы, обязательно подпишитесь. Поставьте лайк, напишите комментарий в поддержку автора. Все. Всем пока-пока.
Знаете, а я считаю, что я все-таки молодец. Вот мне многие пишут, а если то, а вдруг это. Если бы я так думала всегда, то вы бы не увидели даже этого похода. А я все равно вчера решила пойти и попробовать все-таки. Переночевала там, да. Потом все-таки решила повернуть назад. А так бы я бы, если бы, а вдруг, а если, я бы вначале в самом посмотрела, лыжи мокнут, вода везде, и развернулась и ушла бы. И этого похода бы не было. Так, хоть какой-то поход, все равно опыт. Вот с волокушами. Я первый раз по реке хожу с волокушами на лыжах. Это для меня все равно определенный опыт. Я уже понимать буду, что меня ждет, как себя вести там. Ну, все равно нарабатываешь так вот опыт потихоньку. Так что я молодец. Остановилась тут перекусить. Опять еле выстегнулась. Опять жидкостью пришлось пользоваться, чистить лыжи от льда. Сейчас чай попью и все, и побегу. Я думаю, мне еще километр или полтора идти. Какой-то зверек. Может, это бобер или андатра какая-нибудь. Вот он, этот зверек. Он почти не шевелится. Конечно, это не бобер и не андатра. Оп, все. Вон опять вылез. Соболек или ласка, не пойму. Далеко. Для соболя маленький, наверное, ласка. Смотрит так. Опа. Такой прикольный. Надо же. В общем, я почти дошла. Мне надо вот за этот мост и там подняться. И там я такси вызову. И я смотрю, как хорошо, что я вернулась. Посмотрите, я когда выходила вчера, тут не было так вот. Я не знаю, как я сейчас пройду. Но я вот тут шла, вижу следы мои. Пойду как-то по краю. А как я там буду переходить, фиг знает. Короче, вообще капец. Вот тоже кто-то на лыжах переходила. Наверное, вот эти двое, которые мне встречались. Ну, жесть. Это просто жесть. Реально хорошо, что я вернулась, потому что непонятно, что бы меня ждало. Представьте, я бы так далеко ушла в такую дичь. А там никакой помощи, ничего. И у того такая вот бы фигня была. И как бы я потом выходила. У меня бы времени на обратно-то уже не хватило бы выходить. И было бы ни туда, ни обратно. То есть как? Это хорошо, что я вернулась. Правильно я сделала. Поняла, что вот там я реку не перейду просто. Там она больше растаянная, короче. Я решила здесь рискнуть. И вот там ничего перешла. Вот тут прям провалилась. Вон. Видно, что лужа. Волокуши я вытащить уже не могу. Они потому что мокрые снизу. Капец, как тяжело. И видите, снег собирает, потому что там лед. И они очень тяжело едут. Капец. Я их вообще не могу с места сдвинуть. Короче, вот такие у меня приключения под конец похода. На самом деле, чтобы забрать камеру, мне приходится разворачивать волокуши, потому что я не могу выстегнуться из лыж. Я не знаю, где моя жидкость, чтобы разморозить их. А все это отстегивать очень неудобно. Нет же твою. Смотри, хорошо без волокуш-то идти. Тут бегать-то опасно. Ой, какой витрина. Даже здесь, в лесу, представляете, на открытом пространстве что творится. Жесть. Ух, как классно-то обратно возвращаться без волокуш, налегке. И когда вот тут, вот в этом месте лыжня такая хорошая. Вообще здорово. Никаких проталин, никакой воды. Вот как
бегается, когда хорошо.